Приветствую, друзья! Сегодня для вас я приготовил перетяжку кресла с изменением дизайна. Усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра! Любая перетяжка, переделка мебели начинается с ее разбора. Разбираем все последовательно. Откручиваем ножки, при необходимости меняем саморезы. Снимаем техническую ткань SpanBond. В этом процессе использую скобоудалитель, кусачки, плоскогубцы. Если кому удобно, можно использовать острую плоскую отвертку. В некоторых местах ткань можно срезать, то есть там, где она не мешает, но я предпочитаю ее убирать. Утяжки, прибитые внутри каркаса, можно срезать. На ход это не влияет. Убираем всю старую ткань, она нам больше не понадобится. Снимаем старый синтепон, срезаем все выпуклые места поролона на сидушке и спинке. Нож можно использовать любой, только очень острый, чтобы лучше и легче резать поролон. Придаю нужную форму креслу. Далее обклеиваю кресло по периметру 20-мм поролоном 22 плотности. На сидушку приклеиваю плотный 50-мм поролон. На спинку клею 40 мм поролона, также 22 плотности. Клей использую Nova трудногорючий. При приклеивании синтепона клея много не наносить, иначе он может примяться и потеряет свою пышность. Чтобы два края синтепона лучше прилегали друг к другу, их лучше отрывать, а не отрезать. Накладываем тонкий SpanBond плотностью 17 грамм. После продеваем утяжки и поэтапно зачехляем кресло.
Приступая к обтяжке изделия. Сначала фиксирую центральные углы, после передние на сидушки и сверху на спинке. Помним, обязательно ставим предварительные скобы, чтобы углы никуда не ушли. Когда кресло обтянуто по периметру, приступаю к обтягиванию внутренних утяжек. Планками картона делаю ровную линию прибивания. Двухсотый синтепон прибиваю скобами. Аккуратно прибиваю нижнюю часть ткани. После обтяжки прибиваю кант, чтобы скрыть скобы. Дальше все элементарно. Закрывная ткань, ножки. Вуаля, все готово. И куда без теста? Спасибо за просмотр. Не забываем ставить пальчики вверх, вниз. Решайте сами. Пишите обязательно свой комментарий. Всем пока!